Всем привет! С вами снова Жека и канал The Happiness Project. Это канал для тех, кто любит развиваться, добиваться своих целей и становиться счастливее. И каждую неделю я выпускаю новое видео, которое основано на последних научных исследованиях, и все то, о чем я говорю, я применяю и практикую в реальной жизни. Я на несколько недель приехал в Киев. После этого я буду переезжать в другую страну, в какую пока пусть будет это секретом. Сегодня мы обсудим 3 очень важные темы, первая из которых – почему всем нужно знать, как быстро обучаться. Во второй теме мы поговорим о том, что мешает быстрому обучению. И в завершении я поделюсь советами, как обучаться быстрее и развивать свой мозг. Сегодняшний выпуск основан на книге Limitless, что в переводе означает «безграничный», которая была написана Джимом Квиком, самым известным специалистом в области развития мозга и обучения. У нас есть инструмент, который обладает безграничными возможностями, но многие из нас, к сожалению, не знают, как им пользоваться. Этот инструмент называется мозг, и после просмотра сегодняшнего видео ты узнаешь, как обучаться быстрее и более эффективнее использовать свой мозг. Знаешь, какой у меня первый вопрос? Почему нас в школе все время учат тому, что нужно учить, например, химия, биология, но никто не учит тому, как нужно учиться? Хотя, как мне кажется, навык обучения намного полезнее, чем та же химия и биология, которая, по сути, в жизни большинству из нас никогда не пригодится. А вот как правильно обучаться в 21 веке, это, пожалуй, самый полезный навык, который поможет любому человеку быть в тренде. И я сейчас не про ТикТок. Навык обучаться быстрее и эффективнее делает в нашей жизни все возможным. И если мы начнем прокачивать наш мозг так же, как мы качаем тело, то мы наконец-то сможем добиться наших целей и стать счастливее. И совсем не важно, кто ты по национальности, какие у тебя корни и кто твои родители. У каждого из нас есть бесконечный потенциал, который ждет, чтобы мы его раскрыли. И каждый человек без исключения, независимо от возраста, обучения или профессии, способен выйти за рамки того, что он считает возможным. 3 года назад я впервые начал читать книги на английском языке. Мне давалось очень сложно, и я перечитывал один и тот же абзац снова и снова. И я не верил, что я смогу научиться читать быстрее. И первую свою книгу на английском языке я прочитал где-то за 4 месяца. И за первый год я прочитал 3 книги, за второй год я прочитал 20 книг, и за последний год я прочитал около 50 книг. И я это говорю не для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы сказать, что мы способны на больше, чем мы думаем. И смысл жизни каждого человека на планете Земля – это обучаться тому, что ему искренне интересно, и вдохновлять окружающих этими знаниями. И если знание – это сила, то обучение – это суперсила, которая помогает прокачивать мозг, а также нас в целом во всех сферах нашей жизни. И если мы не будем обучаться, то мы никогда не сможем по-настоящему стать счастливыми. Знаешь почему? Потому что у каждого из нас есть огромный потенциал, и мы интуитивно чувствуем, что внутри нас есть что-то больше, чем мы демонстрируем сейчас. И если не раскрывать свой потенциал с помощью обучения, то мы будем чувствовать разрыв между нынешней реальностью и желаемой. Но если мы начнем развивать навык обучения, несмотря на трудности, которые будут возникать, то мы наконец-то сможем по-настоящему раскрыться и получать от жизни удовольствие. В современном мире существует немного более 8 миллионов разных существ, и у каждого из них есть своя суперспособность. Например, птицы умеют летать, рыбы умеют плавать под водой. Мы, люди, отличаемся среди всех своим мозгом. Если быть точным, то неокортексом. Это передняя часть коры головного мозга, которой нет ни у одного существа на планете. И благодаря этой части мозга мы наблюдаем за технологическим прогрессом. Мы научились летать на самолетах, плавать на подводных лодках. Преимуществ новых технологий очень много. Но давай посмотрим на то, как технологии мешают нашему обучению. И первое препятствие – это цифровой поток. Только вдумайтесь, в 15 столетии среднестатистический человек потреблял такое же количество информации, сколько современный человек потребляет всего за один день. А потребление большого количества ненужной цифровой информации может нам также навредить,
как и потребление большого количества вредной еды. Второе препятствие – это цифровые разрушители внимания. Из-за того, что мы постоянно живем в режиме онлайн и нам все время приходят оповещения, нам очень сложно концентрироваться и быть здесь и сейчас. И мы не выключаем наши оповещения по двум причинам. Во-первых, мы боимся пропустить что-то важное. А во-вторых, потому что мы получаем огромную порцию дофамина, гормона счастья, от поступления новой информации. Хотя наш мозг при переключении с одной активности на другую сжигает такое количество глюкозы, что после этого мы чувствуем себя более уставшими. Третье препятствие быстрого обучения – это цифровая деменция. Деменция – это нарушение когнитивных способностей, например, ухудшение памяти, способность ориентироваться в пространстве или во времени. И это происходит потому, что мы очень сильно полагаемся на технологии. У нас всегда под рукой телефонная книга для хранения номеров, калькулятор, чтобы что-то посчитать, и GPS для того, чтобы ориентироваться в пространстве. Но если мы будем все время полагаться на технологии, то наши соответствующие участки мозга атрофируются, и мы жить без технологий не сможем. Из-за того, что у нас всегда под рукой есть Google и ответы на все вопросы, то мы теряем способность критически мыслить и делать выводы. Ведь у нас есть доступ ко всем выводам, и мы можем выбирать тот, который нам понравится, теряя возможность мыслить креативно. Я очень люблю технологии и ни в коем случае их не критикую. Но то, как мы их используем, влияет на то, будут они нашим другом или врагом. Благодаря такой науке, как нейробиология, мы уже знаем, что каждый человек способен изменять структуру своего мозга. И этот процесс называется нейропластичность. И обучение – это один из самых эффективных способов для того, чтобы активировать эту нейропластичность. И каждый раз, когда ты чему-то новому учишься, твой мозг физически меняет свою структуру. И первое, что поможет ускорить твое обучение, это полное погружение. Для того, чтобы эффективно обучаться, нужно избавиться от всех раздражителей. Поставить телефон на бесшумный режим, надеть наушники и полностью сконцентрироваться на своем обучении. И обучаться стоит по 25-30 минут с 5-минутными перерывами. Это нужно делать, потому что наш мозг лучше всего запоминает, что мы учили в начале и в конце, благодаря эффекту первичности и недавности. Во время 5-минутного перерыва, вместо того, чтобы смотреть в телефон, истощая энергию своего мозга, лучше посмотреть в окно или заварить чашку чая. Следующий совет – расслабь свое тело. Чем более активно наше тело, тем менее эффективен наш мозг. Поэтому перед тем, как обучаться, стоит сделать растяжку или медитацию. После чего наш мозг перейдет на альфа-уровень, который самый эффективный для обучения и креативности. Для погружения на альфа-уровень также помогает классическая или спокойная музыка. Самое главное, чтобы количество ударов в минуту, то есть BPM, был меньше, чем 60. И еще один совет – знай свое почему. Для того, чтобы ускорить обучение, нужно все время задавать себе вопрос, почему я хочу это изучить. И задавать этот вопрос до тех пор, пока мы не найдем ответ, который будет мотивировать нас из самой глубины души. И мы сможем найти мотивацию для обучения только тогда, когда осознаем самую глубокую ценность того, что мы изучаем. Следующий совет – вера в себя. Наш образ мышления очень сильно влияет на эффективность обучения. И самое приятное, что он зависит только от нас. Вера в себя не зависит от прошлого, от твоих достижений или ошибок. Это просто-напросто наш выбор, который ты можешь сделать прямо сейчас и начать в себя верить и в свои способности. И завершающий совет – это питание для мозга. Недавние научные исследования показали, что наш второй мозг – это кишечник. И то, что мы едим, очень сильно влияет на то, как мы думаем. И топ-10 продуктов, которые улучшают работу мозга и способствуют нейропластичности, это авокадо, голубика, брокколи, черный шоколад, яйца, зеленые овощи, рыба, такая как лосось, сардины или икра, куркума, грецкий орех и чистая вода. Есть еще очень много советов для ускорения обучения и развития мозга. Но для того, чтобы начать быстро обучаться, важны не знания, а действия. Поэтому напиши, пожалуйста, в комментариях, чему ты хочешь обучиться, почему для тебя это важно и когда ты начнешь это делать.
наконец-то иду на спорт первый раз за 10 дней. С этими переездами особо не позанимаешься. И, кстати, спорт — это еще один из инструментов для ускорения обучения. Кардиотренировки улучшают поток кислорода к мозгу, что способствует нейрогенезу. А силовые тренировки, они укрепляют существующие связи, что тоже улучшает работу мозга. Еще один очень мощный совет для ускорения обучения — это делиться теми знаниями, которые мы получаем. То есть, когда мы учимся и учим других, то мы запоминаем информацию намного лучше. И вообще для того, чтобы активировать режим обучения в нашем мозге, то нам не обязательно идти в институт и каждый день читать книжки. В каждом из нас есть естественный и природный механизм обучения, который с возрастом начинает выходить из строя. И для того, чтобы его активировать, нужно начать смотреть на мир умом новичка. Этот термин взят из философии дзен, то есть быть открытым к новой информации и не проецировать свои старые знания на новые ситуации, а проявлять любопытство ко всему вокруг и задавать как можно больше вопросов. Если очень серьезно смотреть на мир, думая, что мы все знаем, то можно упускать очень много возможностей для развития. Но если начать смотреть на мир играючись и постоянно задавать себе вопрос, чему я научился в этой ситуации, то можно активировать этот природный механизм обучения. Как сказал Бернард Шоу, мы перестаем играть не потому, что постарели, а мы постарели, потому что мы перестаем играть. У меня на сегодня все. Обучайтесь, играйтесь и получайте от этого удовольствие. Увидимся в следующем видео. Пока!